Взрывчатка и датчики движения — это одни из самых важных гаджетов в игре Intruder. Всего лишь один взрывной заряд и один датчик движения способны выдать точное местоположение врага и обезвредить его на короткое время. Взрывчатка после установки издает тихий звук, который слышен всем игрокам. Поэтому готовить ловушку стоит еще в начале раунда, пока никого из врагов нет рядом. What was that noise? Заряды наносят низкий урон, так что в большинстве случаев врага приходится добивать. Но если он будет стоять прямо напротив заряда, то шанс его смерти от взрыва увеличивается. Для активации взрывчатки можно использовать зеркальную камеру или детонатор. Если вы установили сразу несколько зарядов, то они взорвутся по очереди. Между взрывами будет очень короткая пауза. Датчики движения — это отличное дополнение к взрывчатке. С помощью них вы можете узнать, что кто-то попался в вашу ловушку. Когда прямо перед ними проходит игрок или любой другой объект, например, граната, двери, картонные приманки и так далее, датчик пищит. Этот звук слышен на любом расстоянии и слышит его только тот, кто поставил сенсор. Дистанция работы датчиков не бесконечна. Если кто-то проходит на слишком большом расстоянии от него, датчик не запищит. Если вы собираетесь использовать связку из C4 и сенсоров, не забывайте предупреждать своих союзников об этом, иначе это закончится пустой тратой C4, здоровья и ваших нервов. Это чё? Это вроде что-то нового гаджета, который нам выдали для защиты кейсов. Понятно. Крутая штука. Мне нравится, как они светятся. Это... Ты сюда их поставил? Я же сказал, что здесь будет ловушка для интрудеров. Как вы меня задолбали. Кстати говоря, вы также можете обезвреживать заряды и датчики движения. Просто подойдите и нажмите на клавишу взаимодействия, по умолчанию V. Но перед тем, как обезвреживать заряд, убедитесь, что его установил враг. Иначе подведете союзников. Также мне стоит сказать, что после обезвреживания заряд или датчик просто исчезает, и использовать повторно его не получится. С механикой риггинга мы разобрались, теперь поговорим об использовании его на миссии. При игре за охрану нашей главной миссией является защита таких объектов, как кейсы или компьютерные терминалы. Вы можете использовать датчики, чтобы поймать врага на моменте его входа в комнату с компами или кейсом. А пока он будет валяться на земле после взрыва, вы успеете добежать до нужной комнаты и устранить нарушителя. Если комнаты с кейсами или компами уже заминировали ваши тиммейты, вы можете использовать гаджеты в других местах. Каждый интрудер готов к ловушке в комнате с кейсом, но далеко не все будут ожидать ее в другом месте. Например, вы можете установить датчики у какого-либо входа в здание. Таким образом, вы узнаете, откуда именно идет угроза. Я займусь. Подожди, Всё будет в не порядке. взрывай. Мне срочно надо посрать. 90% игроков забывает о существовании C4 и датчиков в своем инвентаре, играя за интрудеров. А зря, ведь с их помощью можно подготовить охране незабываемый сюрприз. Приведу пример. Вы открываете дверь в серверную комнату, тем самым специально триггерите вражеский сенсор. Охрана со всех ног несется в подвал, чтобы прикончить вас, но вы умнее.
Вы уже подготовили С4, которая встретит их взрывными объятиями. И вот бегущие к вам в серверную охранники уже лежат на земле. Как видите, риггинг при игре за интрудеров тоже невероятно эффективен. Специально для вас я оставляю ссылку на гайд по риггингу от Vectrex в описании. Там он показывает несколько интересных мест, куда можно установить вашу ловушку. Играя за любую команду, интрудеров, гвардов, помните про эти два гаджета и используйте их правильно. Не ставьте С4 или датчики на видном месте. Прячьте их, иначе враг просто пойдет в обход или легко их обезвредит. Также стоит помнить, что гранаты и прочие объекты триггерят сенсоры. Всегда предупреждайте вашу команду о наличии сенсоров в той или иной комнате, или же коридоре. Я желаю всем удачи и увидимся в будущем. Надеюсь. Подожди, не взрывай, мы же вылетим Все, отсюда. будет нормально. Все нормально. Блять.